Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки и подписки. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Хочет ли он написать, позвонить? Анализ его нерешительности. Сегодня будем делать сигнификацию конкретного вами загаданного мужчины. Вы, пожалуйста, подумайте, на кого вы хотели бы этот расклад посмотреть, сделать. Расклад будет, как всегда, сделан по специальной схеме, состоящей из 5 вопросов, которые будут озвучены сразу после сигнификации вашего прекрасного мужчины. В конце расклада в качестве бонуса будет совет психолога. Надеюсь, это будет интересно, полезно. Досмотрите, пожалуйста, до конца. И, пожалуйста, присылайте любые вопросы, с которыми вы сталкиваетесь в повседневной жизни и на которые вы бы хотели иметь ответ профессионального психолога. Я буду их собирать в тематические блоки, и на все заданные вами вопросы вы обязательно получите ответы в моих видеоконсультациях. Спасибо за внимание. Итак, подумали о мужчине? Вспомнили его улыбку, тембр голоса, его глазки? Самый громкий звук в отношениях – это звук уведомления, которое так и не пришло. Вы смотрите на экран и думаете, что на том конце безразличие. Но карты говорят об обратном. Прямо сейчас в его голове может идти напряженная дискуссия. Одна часть кричит: напиши ей, ты скучаешь. А вторая холодно шепчет: подожди, не показывай свою слабость. Почему же его нерешительность оказалась сильнее его чувств? И что, собственно, должно произойти, чтобы его желание услышать ваш голос победило его страх? Давайте разберем этот внутренний конфликт его, по деталям. Итак, сигнификация мужчины. Какой у нас прекрасный мужчина пришел сегодня на расклад? Какой он? Сразу с порога показывает: мое сердце разбито, разбитые мечты, иллюзии, ожидания. Ух ты, дьявол! Красота! Чё это? Ага. Какой этот мужчина? Ой. Ну, смотрите, для него тут его ахиллесова пята, можно сказать, его крест, его и награда, и проклятие. У кого-то его брак, союз с кем-то, у кого-то это, девочки, ну что вышло, так вышло, треугольники, да? И тут фатально. Фатально, то ли человек не готов выйти из этих треугольников, я имею в виду, не готов выбрать одну конкретную женщину. Ну, или есть какие-то вторичные причины его пребывания, допустим, в союзе с кем-либо. Давайте так. Либо я не знаю, будем сейчас посмотреть, что тут он нам расскажет, покажет. Как будто бы вот это вот его тут, конечно, уязвимое место, если можно сказать. Но при этом сердце разбито, он, я вам скажу, не кайфует от этого состояния. Хотя по дьяволу и переход на новый уровень, периодически как будто бы человек хотел бы изменить текущую ситуацию, свое состояние улучшить. Но опять-таки, девочки, по дьяволу это он ищет решение какое-то такое, знаете, не экологичное. Как-то так вот, как бы, чтоб и всем было хорошо, и в первую очередь ему было неплохо. Так как-то так. Но мечтает изменить ситуацию. Но вот судя по этим картам, как-то оно не особо у него получается, честно говоря, в попытке изменить эту ситуацию. И, судя по всему, уже длительное время он как будто бы в плену, во власти какой-то женщины. В каком смысле? Восхищен, увлечен. Если тут и дьявол, это сексуальное влечение, восторг. Она для него муза, эта женщина. Тут яркая, харизматичная, как птичка райская. Женщина, которая знает, как свои достоинства подчеркнуть и во внешности, и в принципе знает о своих всех достоинствах.
Она энергетически наполнена, она является как вот батарейка, да, такая, заряжает всех окружающих. Оптимистка. Такая женщина, знаете, она для многих мужчин является архетип любовницы, архетипом. Вот такой вот, как ухоженная, яркая, может быть, всегда веселая, всегда такая, знаете, придет на помощь, всегда в хорошем настроении. В этом же тут же и нюанс. Вообще такая женщина, такие женщины нравятся многим. Но за счет того, что она уже сама по себе вот такая вот радостная, наполненная, всегда готова этой энергией своей поделиться, то, как правило, немногие мужчины стараются, знаете, как вкладываться во взаимоотношения. Зачем, если она уже сама такая по себе? Ну, она классная, с ней всегда здорово, она всегда на позитиве. Она мало того, что сама такая оптимистка, тут еще и этой энергией зарядит, поддержит. Как-то вот так. Тут вот этот нюанс есть. При том, что она действительно внешне привлекательна и многим мужчинам нравится, тут как будто бы тут же много и потребителей, да, вот как-то на эту энергетику притягиваются. Ну, две женщины вышло и один мужчина. Ну, как я могу сказать? Вполне возможно, мужчина влюбился вот в эту женщину, но тяжело ему отказаться то ли от своего какого-то ритма жизни, то ли смысла нет отказываться, он не видит, да. Ну, что-то тут такое. Будем дальше смотреть. Так, ну, по дьяволу, если мы смотрим на него, ну, привлекателен, он харизматичный, общительный, веселый, умеет к себе расположить, где-то может быть классным манипулятором, психологом. Для многих женщин лакомый кусочек, для многих женщин, тут если он не свободен, женатик, то их это не отпугивает. Тут вот как-то мне так идет, могут сами женщины на него вешаться. Да, им кажется, многим женщинам, что он такой подарочек, прям и хочется его заполучить. Ну а тут же дьявол, мои хорошие, тут все совсем не так просто. Показывают карты, кстати, он сам по себе одиночка. Может, он не совсем даже и... Да, не совсем он в восторге от семейной жизни, не совсем он готов к ней. Может быть, он уже давным-давно не свободен. Ну, тут вот такое, как бы... Так, вроде в семье, но в то же время... может там свой какой-то образ жизни вести, и семья не догадывается во всех смыслах. То есть ты с ним можешь под одной крышей с этим человеком прожить, и ты его абсолютно не будешь знать. Волк в овечьей шкуре умеет переобуваться в воздухе, умеет вот прям своей жизнью какой-то скрытой жить, не хорошей, не плохой, просто вот жизнь, которую он может вообще абсолютно никого не пускать, не подпускать, и вы ничего не будете знать об этой жизни. Вот такой вот тут у нас загадочный мужчина пришел к нам на расклад. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, смотрим. Этот прекрасный мужчина. Первое. Насколько он близко находится к тому, чтобы нарушить тишину. То есть мы смотрим в принципе, хочет ли он написать, позвонить, да? Что он там хочет от вас. Насколько он близко находится к тому, чтобы нарушить тишину. Так. Так, главный тормоз, да? Что именно его останавливает? Его эго, его, может быть, страх показаться навязчивым или ожидание шага от тебя, да? Может быть, он ожидает, что это вы там сами будете проявляться, названивать, писать ему тут какие-то, не знаю, баллады, серенады исполнять под окном. Так. Его страх. Какую твою реакцию он себе воображает, если напишет первым? Что воображать? Если напишу ей первый, она как бросится мне на шею. Да?
Бедная моя шея хрупкая не выдержит, он думает. Так, ладно. Какую же вашу реакцию он все воображает, если напишет первым? Так, событие Триер. Что может заставить его отбросить все свои сомнения и набрать ваш номер? Что может? Не знаю. Армагеддон какой должен произойти? Катаклизм. Чтобы он отбросил сомнения. Итак, и ваша стратегия, да? Стоит ли вам проявиться самой? Или его нерешительность — это урок, который он сам должен пройти? Да, не нужно вытаскивать его из его уроков. Так. Смотрим. Первое у нас, девочки. Насколько близко он находится к тому, чтобы нарушить тишину? Написать, позвонить. Да как вам сказать? Человек в гармонии, уже свыкся с одиночеством. Гармония, одиночество. Он привыкает к этому одиночеству. Он говорит, это мое состояние. Вот тут естественное. Это уже как будто моя жизнь. Это мое, хотел сказать, жизненная кредо. Я волк-одиночка, да. Мне в этом неплохо, в своем одиночестве. Скорее он видит плюсы в этом одиночестве. Карта, игра, мечта и нарцисс. Охренеть, девочки. Ну что вышло, то вышло. Не буду же я вам все время петь этим. Как это? Ну и серенады в том числе, да. Что показал нам мужчина, то показал. То есть я не вижу, чтобы он тут прям близко находился к тому, чтобы нарушить тишину. Нет. Мужчина где-то даже кайфует от своего одиночества, причем он чувствует себя вот таким одиноким, это его осознанный выбор, он пытается в этом найти плюсы, кайфовать от этого. При этом карта игра все-таки, ну это своего рода как игра идет, видите, человек играет в шахматы, то есть где-то он все-таки себе оставляет лазейки, да, надеется на то, что какие-то лазейки будут оставлены. Карта звезда, вы для него являетесь той самой мечтой. Где-то идеалом даже. Ну вот так вот, скорее всего, каких-то женщин он даже с вами сравнивает. Ну да, не вас с ними, а их с вами. Ладно. При этом карта нарцисс, девочки. Он довольно-таки, как вам сказать, себя любит, мягко говоря, нарцисс. Видите, сам себя в зеркало это целует. Скорее всего, тут мужчина, посмотрим дальше, но тут, скорее всего, мужчина привык к тому, что женщины к нему привыкли, ну, привык к тому, что они к нему проявляются. Скорее он тут в роли, знаете, такого не хочуха. Хочу, не хочу. Давай, детка, посмотрим, как ты будешь проявляться. Ну, я утрирую, но вы поняли. Что-то тут. И это какая-то игра с его... Ну, то есть внешне тут будет стопроцентно гармония, мне так кайфово, я сам выбираю свою судьбу, свою дорогу, состояние, я все контролирую. Но тут же это показана игра. Игра где-то на публику и для вас игра. Это, ну, для того, чтобы вы увидели его в этом классном гармоничном состоянии. Ни в коем случае не заподозрили в том, что ну, где-то может скучать или думать о вас. Ну, эго. Тут эго зашкаливает у мужчины. Тут как будто бы то ли его разбаловали, то ли, ну, он действительно такой, знаете, уже, как вам сказать, настолько себе тут цену знает, и настолько прям, как это, спрос превышает. Ну, в общем, достаточно женщин в его поле-огороде, которые тут чуть ли не сами себя могут предлагать ему. Ну, как тут какой-то кот, который объелся сметаной, мне прям идет. Ну вот, так что, девочки, не вижу. Прям близко находился к тому, чтобы нарушить тишину. Нет, нет, нет. Ну, игра какая-то идет. Итак, что именно его останавливает? Эго, страх показаться навязчивым или ожидание шага от тебя? Ой, ой-ой-ой-ой-ой, ой. Ну, сразу вышла ваша карта, он говорит, да она такая. Тут, это, кстати, он о вас может думать. Красивая, яркая. Он думает о том, что это у вас тут корона на голове. Дьяволица. Привлекательно, сексуально,
Вот что его останавливает, то, что как будто если он сразу проявится, то тут он как будто бы ваше эго погладит, вам корону начистит. А ему этого бы не хотелось. Ни в коем случае ему не хотелось бы, чтобы вы почувствовали картобедность и картозависимость, что он от вас зависим. Ни в коем случае он бы не хотел дать вам, знаете, как козыри какие-то на руки, да. Нет, нет, нет. Он хотел бы тут быть хозяином положения, тем самым, за которым бы это вы бежали, тем самым желанным, вокруг которого бы, в общем, все бы строилось, крутилось. Это он типа кастинги будет еще устраивать. Это не вы, я не хочу, чтобы это она. А он смотрит на вас, вот где-то там, не знаю, смотрит, восхищается, вы внешне ему нравитесь. И по карте дьявола говорит, нет, она тут такая штучка, с одной стороны добрая, но вот это посланник высших сил, добрая, может, заботливая мамочка. Но она говорит, может быть и другой. Если только она почувствует вот то, что я тут сдаюсь, как будто бы на ее, как это, милость, да, уж даже не знаю, тут просто элементарно позвонить, написать. Нет, тут какие-то как будто бы сценарии он уже тут усматривает по дьяволу, что тут вас может понести, вы тут почувствуете себя прям чуть ли не царицей королевишной. Так, дорогой, мы и так царицы и королевишны. Ладно. Ожидание шага от вас. Ну, скорее, в большей степени. Даже не то, что там он ожидает шага от вас. О, тут эго 100% его. И карта, кстати, сплетни. Почему-то его останавливают какие-то сплетни. То есть сплетни, может быть, если он не свободен, то не хотелось бы вокруг себя, да. Опять-таки, если он проявится к вам, то, может быть, там, уже не знаю, кто-то там общие знакомые как-то. Даже не знаю. Вот почему-то какие-то сплетни, его еще вот эти злые языки с острыми шипами, они его останавливают. То ли это ваше, он думает, что это вы тут что-то, может, язвительное скажете, укусите его, да, но вряд ли. Это скорее сплетни каких-то людей, он не хотел бы, как будто бы, в общем, попадаться им на язычок. Вы поняли, да? Не хотел бы, чтобы ему тут кости мыли. Вот так. Так, следующее смотрим. Его страх. Какую твою реакцию он себе воображает, если напишет первым? Тут, знаете, каждый же по себе судит, ну, в большей степени. Вот вашу реакцию какую-то странную такую, в конечном итоге он думает, что вы полностью не откроетесь, вы не будете полностью искренни, вы покажете картопредставление, видите, тут вот этот как, кто это, я даже не знаю, музыкант какой-то, да, тут старинный какой-то музыкальный инструмент, тут лютня, не лютня, в общем. Я еще тот музыкант, конечно. Что-то не в голове, домбра, лютня. Ну, в общем, девочки, все, что знала, ну, не фортепиано и хорошо. Ну, в общем, какую-то он тут гитару, балалайку держит. Не в этом суть. Смысл в том, что он тут разыгрывает какое-то представление. При этом этот человек показывает, ну, этим людям, перед которыми он это представление разыгрывает, одну сторону, даже себя, своего костюма. И вторую сторону он как будто бы прячет. А на этой стороне тут, ну, не знаю, мешочек с монетами. То есть тут какой-то такой, знаете, как подвох. И он очень боится, его страх, что вы можете как будто бы, вроде бы, тут карта вторая половинка, с одной стороны, и открыться, а с другой, ну, он может поверить даже в то, что вы открылись. Искренне, а в конце концов потом выяснится, что вы как комедию ломали, вы будто бы чего-то не договаривали, о чем-то умалчивали, какое-то представление перед ним разыгрывали. То есть очень боится того, что вы будете по факту не искренне, но он в моменте этого даже не поймет. Почему? Потому что карта Луна – это манкость, сексуальность, это, вот, не знаю, ваша какая-то магия в прямом смысле, да, вот тут такое вот женственность,
харизма, сексуальность. Он очень боится, что вы вот это вот, как его, вот это он все попадет, как в омут, да, и при этом, может быть, даже он говорит, если я напишусь, там первые, откроюсь как-то, она может мне, ну, как будто бы дать, действительно, как зеленый свет, да, моя вторая половинка откроется, но при этом по факту в моменте я, может быть, буду и счастлив, да, вот все сложилось, все. Вроде бы тут карта человек, который, ну, разбрасывает деньги, транжирит. Это как будто бы, может быть, действительно, как будто бы какой-то момент такой будет, открыты дороги все. Но при этом он, знаете, о чем переживает? О том, что карта книга, вы очень умная. Более того, я думаю, по этим картам, карта талисман, еще и карта книга. Вы знаете себе цену. У вас запросы, ему кажется, тут будь здоров какие. То есть в моменте вы вроде бы будете и рады, и вроде бы и откроетесь, и вроде бы искренне. Но по факту вы все равно как будто бы свою какую-то, ну не обязательно тут выгоду извлечете, а как будто бы не до конца вы будете искренне. Тут что-то будете утаивать. А он, знаете, как дурачок будет какой-то. Ну вот так вот. Боится он этого. Ну, что-то мне так вот показали, я даже... Тут очень боится того, что даже не то, что вы его оттолкнете, тут не об этом. У него нет мысли о том, что вы его как-то оттолкнете. Боится, наверное, что вы его каким-то образом сможете использовать. Тут даже не меркантильность, тут как-то в общем, ну, как он как будто станет заложником, опять-таки, какой-то ситуации. То есть ему нужно по-любому быть откровенным. Он это тоже понимает. Если он не будет с вами откровенным, то вообще как будто бы не будет диалога. А если он откроется, он подозревает, что вы до конца откровенны не будете. Себя вы тут, ну, готовы уже в обиду не давать. Вот так вот. Как будто бы женщина знает себе цену. И это не на пустом месте появилось. Карта книга, тут может кто-то психологией начал увлекаться, может быть, начал штудировать там какие-то, не знаю, истории с манипуляциями, начали узнавать, как этому всему противостоять. Он видит в вас силу, мудрость и уже опыт. Вот так вот. Боится того, что ну, как где-то его как используют, где-то он сам себя как, ну, выставит как каким-то, ну не знаю, дурачком. Ну, извините, некрасиво сказала, но как не идет. Так, событие триггер. Что может заставить его отбросить сомнения и набрать твой номер? Карта солнца, карта надежда, унижение, взлет. Капец, о чем это? Сейчас я уточню, девочки. Это ваше унижение? Это его унижение? Ой, тут такая ситуация. Ну, я бы не хотела бы, конечно, чтобы вы в такую ситуацию попадали. Ну, упаси Господи, если мужчине нужны такие ситуации для того, чтобы проявиться, при этом его женщина любимая или та, к которой он испытывает действительно какие-то чувства, эмоции, должна страдать для того, чтобы обратиться к нему, то, не знаю, цена этим отношениям. Ладно, это мое, ладно, мнение. Смотрите, мне так вот идет, что может заставить его отбросить сомнения, набрать твой номер. Какая-то ситуация, где вы будете тут сиять, как солнышко, но при этом вы будете, может быть, достаточно наивны и где-то можете попасть, ну, где-то в паутину, как запутаться, в какую-то нехорошую историю, какую-то неприятную, где в отношении вас может кто-то тут как за спиной кинжал держит, да. У кого-то, может быть, вы попадетесь как в сети какому-то мужчине, тоже тут неприятная история. У кого-то это вообще женщина, смотрите, карта унижения, тут толпа мужская, и тут какой-то как инквизитор, он плетью этой наказывает эту женщину, и стоят мужчины, ее, как, не знаю, наблюдают за этим, да, даже как кайфуют от этого вообще какие-то
извращенцы. Ладно, а вот ему, по идее, ему бы, не знаю, может быть, даже хотелось бы воспользоваться какой-то ситуацией, я еще уточнила, да, это он, ему хотелось бы, чтобы вы где-то обожглись, вот назову это так, в каких-то то ли отношениях, то ли в принципе, как будто бы разочаровались чуть ли не во всех мужчинах, да, и при этом какой-то такой, ну, довольно-таки какую-то стрёмную ситуацию вы попали, вы бродили как в лабиринте, и при этом, может быть, вы увидели его, вот, Надежда, ты один единственный, ты вот тот самый лучший, павлин, да, бог ты мой, из этой всей толпы этих мужланов, ты моя опора, ты мое спасение, ты мой свет в оконце. При этом особо он тут делать ничего не вижу, что он тут что-то делал, девочки. Просто он как ясно солнышко, как павлин тут выйдет, такой красавчик. Я прям как сейчас вижу в каком-то красном камзоле, каких-то, не знаю, чуть не как, знаете, хромовые сапоги, ну прям Петя Петушок, знаете, как из детской сказки. Ладно, шучу, тут не петушок, тут этот павлин. Что-то мне надо сказки читать чаще, ладно, такие какие-то ассоциации. Как будто бы с ним вы будете олицетворять что-то прекрасное, что в вашу жизнь может влететь по карте парусник. Он единственный, но я повторюсь, тут как будто бы даже особо он ничего не делает, но он вот появляется на вашем горизонте, все, и вы такая, офигеть, там, Иннокентий, как долго я вас ждала, да. Ну, карта надежда, видите, вы держите этот фонарь, и тут чайка какая-то летит, а это не чайка, это он павлин к вам летит. Ну, в общем, и он тут такой красавчик, и вы из этого лабиринта выходите, и все хорошо, вверх по лестнице. Даже тут, ну, опять-таки, я не вижу парных карт, вы все-таки одна идете, а он тут как-то сбоку припеку, вот не знаю, карта взлет, это я так буду, это новый какой-то виток, может быть, взаимоотношений ваших там. Но опять-таки парных карт нет. Это странно как-то. Ну, что может заставить? Это ваше какое-то тут очень нересурсное состояние. Причем карта, вот у меня еще тут карта горы перевернулась. Это трудности какие-то в вашей жизни. Причем чуть ли не вы сами должны постучаться к нему, обратиться и сказать, ну почему ты не помог? Ну почему ты там не встретился мне раньше, там еще чего-нибудь. Ну, в общем, что такое? Как будто бы вы настолько должны перестать хотеть с другими мужчинами вообще общаться и смотреть даже в их сторону. Вот разочарование какое-то глобальное у вас должно произойти. И вот на фоне этих каких-то непонятных мужчин он тут будет красавчиком. Ну, что-то такое. И тогда, возможно, он там или перезвонит, или тут такой выходит весь деловой, карта взлет, и вновь что-то будет, не знаю что. Ну, как минимум, напишет, позвонит. Но это опять-таки с позиции, знаете, на ровном месте я тут такой супер-пупер. Успешный успех. Как-то так мне это все. Даже не вижу, что тут особо человек готов прийти, как вам сказать, на помощь. Тут нет карт рукопомощи, нет там забота. Нет, тут просто вот она разочаруется, она увидит, какой я клевый. Вот. Вот так вот. Не знаю, что-то такие какие-то карты. Так, ваша стратегия. Стоит ли вам проявляться действительно самой? Или его нерешительность это урок, который он должен пройти сам? Ох ты! Невозможно. Клетка. Переход на новый уровень. Печалька. Возможности. Тут карта невозможно, а тут карта возможностей и эмоций. Ага. Печалька, возможности, эмоции. Угу. Очень интересно. И что ж нам советуют? Стоит ли проявляться? Ну, как я это вот могу прочесть, девочки, давайте так, не буду тут. Ну, хотя мне так хочется сарказмом, что-то мне так хочется сказать, девочки, если вам так хочется на пятую точку приключений, у вас тут много с ним возможностей, может быть, эмоций, причем от каких-то негативных, тут девушка плачет, тут рыдает, тут что-то закусила губу, еще палец прикусила, не знает, как себя вести, тут улыбается, качели, качели, качели. Вот тут вам говорят, хочешь этого, у тебя с ним это может быть. Тут возможности вот именно таких вот, такие вот горки американские. Тут уйма этих
эмоций вы можете получить, но при этом не забывай, карта печалька. Ты можешь всегда получить, надеяться на одно, на то, что с ним будет переход на новый уровень, да, вот-вот из каких-то ограничений, из рамочек вы можете выйти, да, то есть если изначально у вас с ним там что-то не складывалось, были какие-то эти ограничения, было очень много «но», да, то вам говорят, вроде бы говорят, ну невозможно, ну зачем тебе, ну зачем, ну невозможно с ним ничего. Эти ограничения, они сохраняются, а у тебя все равно, если ты решишься, да, проявиться вот в его сторону, вроде как возможность переход на новый уровень. Может быть, мы эти ограничения, не знаю, отбросим. Может быть, вот правда, переход на новый уровень, это новый урок, мы что-то там вот вместе там. И говорят, ты не забывай, ты всегда можешь с ним получить такой, ну как нюанс, да, получить, надеешься получить одно, тут девочка так надеялась вкусное мороженка съесть. Вот если он утрирован, это вкусное мороженка, вот по факту она надеялась его съесть, укусить, а тут это мороженка растекается на асфальте, а у нее в руке только какой-то невкусный вафельный стаканчик остается. Ну, говорю, можете добавить себе на 5-ю точку приключений, если вам очень скучно живется, можете рискнуть, да, позвонить. А тут будет море этих эмоций, причем самых-самых разных, разнообразных. Вот как-то так. Ну, кому что нужно, наверное, вот поэтому такой ответ. По большому, он должен сам пройти этот урок. Ну, наверное, да, он должен сам этот урок пройти. Он должен определиться по карте влюбленные, с умными или с красивыми. А вы умная и красивая, девочки. Ну тут выбор по влюбленным. Вот всегда мне эта карта говорит о том, что человек до конца не определился. Он вот может вот так вот. Сегодня туда, завтра обратно, потом еще что-нибудь, потом куча отмазок в голове. Можете, повторюсь, вторичные выгоды от пребывания с кем-либо. Да. Сам должен решить. Как же вы за него это решите? Ой, как-то так. Ну и совет психолога. Его нерешительность — это всегда конфликт между сильным желанием и еще более сильным страхом. Может быть отвергнутым или показаться слабым, да, или тут вот как эго, как это я первый проявлюсь, как это я и корону эту начищу, одену. Психологически он может бесконечно набирать сообщения и удалять его, потому что может его, не знаю, тут у кого-то самооценка может быть слишком хрупкая для возможного игнора, да, вдруг он подумает, проигнорирует, да, как же я это переживу. А у кого наоборот, из мужчин самооценка тут вообще, дай Боже, такая, и он думает, нифига себе, как это я пойду первый, покажу ей, что я в ней заинтересован. Капец, нет. Ой. Его желание выйти на связь, оно реально. Но его внутренний критик пока сильнее, намного сильнее, девочки. И не пытайтесь, наверное, помочь ему, проявляясь первой. Тем более, если это нарушает ваши границы. Не пытайтесь помочь ему, да. Позвольте ему самому дозреть до ответственности за свой шаг. Если он не пишет, значит его страх или его эго пока важнее, чем вы. И это тоже очень важная информация для вас. Удачи вам, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.